Миллиарды лет назад во Вселенной существовали две сестры. Не просто сестры, а были они близняшки, очень похожи между собой. Но пришел огромный огонь и наказал одну из сестер. Приблизился к ней, и вся ее красота стала угасать. И со временем она приобрела очень страшный облик. Вторую же сестру огонь не тронул. Имя второй сестры — Земля. Имя же первой — Венера. До 50-х годов прошлого века большинство ученых и фантастов со всего мира грезило о том, что таинственная планета с именем древней богини любви, появляющаяся в небе перед восходом солнца и в сумерках, является райским местом, напоминающим земные тропики. Предпосылок к тому было много. Одним из первых, кто, опираясь на ряд теорий, предположил, что на Венере есть атмосфера, аналогичная земной, был Михаил Ломоносов. Однако в романе «Страна багровых туч» братьев Стругацких Венера уже представляется страшным местом с бушующими ураганами, вулканами и радиацией. Увы, написанное в конце 50-х годов прошлого века произведение по описанию планеты оказалось совсем недалеко от истины. Огромное атмосферное давление на ее поверхности в 92 раза больше, чем на Земле, и почти равно давлению воды на километровой глубине. Венера имеет очень плотную атмосферу, насыщенную соединениями серы и состоящую более чем на 96% из углекислого газа. Из-за высокого давления углекислый газ около поверхности представляет собой некую субстанцию, близкую уже к вязкой жидкости, которая окутывает планету плотным газообразным океаном. Помните «Солярис» Тарковского? Там океан умел думать и даже общаться с людьми, выявляя их страсти и пороки. Океан же Венеры гораздо менее общительный и дружелюбный, а своими пейзажами он больше напоминает ад в его самом страшном средневековом представлении. Жуткая враждебная пыльная пустыня с сильнейшими ураганными ветрами и полное отсутствие воды. Средняя температура поверхности Венеры 462 градуса, что делает ее самой горячей планетой в Солнечной системе, а ее поверхность покрыта вулканами и непрозрачным слоем облаков из серной кислоты. Представьте, вместо воды капли серной кислоты начинают тереться друг от друга и создавать положительные и отрицательные заряды, создавая идеальные условия для возникновения молний. Венерианских молний. Высокая плотность облаков и их высота почти в 20 километров делают невозможным наблюдение за поверхностью планеты из космоса. Увидеть привычные для нас небо и звезды с поверхности планеты также невозможно. Только зловещий, отражаемый бесконечными облаками красноватый блеск, своим цветом напоминающий закат солнца на Земле и пронизывающий все окружающее пространство. Венера шестая по размеру планета Солнечной системы и вторая по удаленности от Солнца. Ее год составляет почти 225 земных суток, а также она имеет самый длинный период вращения вокруг своей оси среди всех планет Солнечной системы – около 243 земных суток. Венера вращается в направлении, противоположном вращению большинства планет, и не имеет собственных спутников. На земном небе Венера является третьим по яркости светилом после Солнца и Луны, из-за чего ее иногда можно увидеть даже в светлое время суток. Как ближайшая к Земле планета, Венера была главной целью для ранних межпланетных исследований. Ученым не давал покоя вопрос, как и почему сестра-близнец нашей Земли с когда-то райскими пейзажами и мягким тропическим климатом через миллиарды лет стала похожа на преисподнюю. Венера является первой планетой, окрестности которой посетил земной космический аппарат, и на поверхность которой была совершена посадка автоматической межпланетной станции. В Советском Союзе Венеру стали изучать в начале 60-х,
и за 20 с лишним лет направили к ней 18 космических аппаратов, выполнивших научные исследования вблизи планеты и на ее поверхности. О наиболее значимых достижениях этих непростых миссий мы сейчас и поговорим. Венера-1. 12 февраля 1961 года ракетой-носителем «Молния» был впервые проведен успешный запуск на межпланетную траекторию автоматической станции массой 643,5 килограмма. Венера-1 стала первым космическим аппаратом, пролетевшим 19 и 20 мая 1961 года на близком расстоянии в 100 тысяч километров от Венеры. Корабль был оснащен магнитометром, ионными ловушками для измерения параметров солнечного ветра, детектором микрометеоритов, счетчиком Гейгера и детектором для измерения космической радиации. Верхняя сферическая часть аппарата, в которой находился вымпел с символикой СССР, должна была плавать на поверхности предполагаемого океана Венеры. Со станции Венера-1 на расстоянии 1,9 миллиона километров от Земли были переданы важные научные данные измерений параметров солнечного ветра и космических лучей. Последний сеанс связи с Венерой-1 состоялся 19 февраля 1961 года. Через 7 суток, когда станция находилась на расстоянии около 2 миллионов километров от Земли, контакт с ней был потерян. Одной из причин неудачи миссии считается конструктивно заложенное автоматическое отключение между сеансами связи бортовых приемников корабля, которое сильно ограничивало способность Центра управления контролировать состояние станции с Земли. На очередной вызов аппарат не ответил по причине не сработавшей автоматики, в результате чего было принято решение в следующих миссиях не отключать приемники. Помимо потери связи был обнаружен критический перегрев датчика солнечной ориентации. Аппарат Венера-2 массой 963 килограмма был запущен в ноябре 1965 года. 27 февраля 1966 года он прошел на расстоянии 24 тысячи километров от поверхности планеты и вышел на ее орбиту. Во время полета все приборы станции были активированы, что потребовало приостановки радиосвязи с космическим кораблем. Зонд должен был сохранять данные с помощью бортовых самописцев, а затем передавать их на Землю, как только контакт будет восстановлен. После облета космическому аппарату не удалось восстановить связь с Землей. Он был объявлен потерянным 4 марта 1966 года. Причиной аварии стал перегрев корабля из-за неисправности радиатора. Автоматическая межпланетная станция Венера-3 стала первым земным аппаратом, достигшим поверхности другой планеты. Она уже состояла из орбитального отсека и спускаемого аппарата. В спускаемом аппарате были установлены научные приборы. Перед запуском он был тщательно стерилизован, чтобы предотвратить биологическое загрязнение Венеры. Также он был снабжен парашютом для мягкой посадки. Венера-3 летела в паре с запущенной на 4 дня ранее Венерой-2. Им не удалось передать данные о самой Венере, но были получены ценнейшие научные данные о космическом и околопланетном пространстве. Большой объем траекторных измерений представлял немалую ценность для изучения сверхдальней связи и межпланетных перелетов. Были изучены магнитные поля, космические лучи, потоки заряженных частиц малых энергий, потоки солнечной плазмы, космические радиоизлучения и микрометеоры. 1 марта 1966 года станция достигла Венеры и впервые в мировой истории врезалась в ее поверхность. За время полета со станцией Венера-3 было проведено 63 сеанса связи. Однако система управления станцией вышла из строя еще до подлета к планете. Никаких данных о Венере станция передать не смогла. При создании станции Венера-4 были учтены параметры атмосферы планеты, полученные во время полета Венеры-3. Спускаемый аппарат должен был работать при температуре 425 градусов и давлении до 10 атмосфер. Венера-4 также состояла из орбитального отсека и спускаемого аппарата.
Венера-4 была запущена в июне 1967 года, а 18 октября станция достигла орбиты Венеры. При входе в атмосферу на скорости 11 км в секунду от станции отделился спускаемый аппарат. Орбитальный отсек передавал на Землю телеметрическую информацию, пока не разрушился в атмосфере. Во время торможения перегрузки на спускаемом аппарате достигали 300 G. После снижения скорости приблизительно до 210 метров в секунду были введены в действие парашютная система и радиопередатчик, а также включились измерительные приборы. Началась передача информации. Значения давления передавались вплоть до значения, на которое был рассчитан манометр – 7,3 атмосферы. Значения температур передавались в течение 93 минут, пока продолжался парашютный спуск, приблизительно до высоты 28 километров над поверхностью. За это время температура менялась от 33 до 262 градусов. Спускаемый аппарат был рассчитан на давление лишь в 20 атмосфер и был раздавлен на высоте 28 километров от поверхности. Несмотря на то, что аппарат не смог достигнуть поверхности в рабочем состоянии, на основе его измерений была полностью пересмотрена модель атмосферы Венеры и была получена новая оценка давления у поверхности – около 100 атмосфер. Главным результатом полета станции Венера-4 стало проведение первых прямых измерений температуры, плотности, давления и химического состава атмосферы Венеры. Газоанализаторы показали 90% содержание в атмосфере Венеры углекислого газа и совсем незначительное содержание кислорода. Научные приборы орбитального аппарата станции Венера-4 показали отсутствие у Венеры радиационных поясов и то, что магнитное поле планеты оказалось в 3000 раз слабее магнитного поля Земли. Кроме того, была обнаружена водородная корона Венеры, содержащая примерно в 1000 раз меньше водорода, чем верхняя атмосфера Земли. При создании Венеры-5 и Венеры-6 были учтены параметры атмосферы планеты, полученные во время полета Венеры-4. Они рассчитывались на работу при температуре 290 градусов и давлении до 25 атмосфер. Однако времени на полную переделку спускаемых аппаратов Венера-5 и Венера-6 уже не было. Лишь площадь тормозных парашютов у них была уменьшена до 12 квадратных метров, а термостойкая ткань парашюта была рассчитана на работу при температуре свыше 500 градусов. Это позволило им достичь более глубоких слоев атмосферы. Венера-5 и Венера-6 – это однотипные станции, которые стартовали в январе 1969 года с разницей в 5 суток. Окрестностей планеты станция Венера-5 достигла на одни сутки раньше Венеры-6 – 16 мая 1969 года, через 131 сутки после старта. Во время спуска проводились измерения температуры, давления, освещенности и химического состава атмосферы. Спускаемый аппарат перестал передавать информацию на Землю, когда давление достигло 27 атмосфер, что превышало расчетные значения для спускаемого аппарата в 25 атмосфер. Это произошло на высоте 18 километров над поверхностью. Анализ состава атмосферы показал, что она состоит на 97% из углекислого газа, 2% азота, не более 0,1% кислорода и незначительного количества водяного пара. Во время спуска Венеры-6 также проводились измерения температуры, давления, освещенности и химического состава атмосферы. Всего за время спуска было проведено более 70 измерений давления и более 50 измерений температуры. Спускаемый аппарат перестал передавать информацию на Землю в тех же условиях, что и Венера-5, когда давление достигло значения 27 атмосфер на высоте 18 километров над поверхностью. Программа полета станции Венера-6 была полностью выполнена. Одним из наиболее значимых событий в исследовании Венеры стал запуск станции Венера-7. В отличие от предыдущих станций, на Венеру-7 был поставлен новый спускаемый аппарат, рассчитанный на давление 180 атмосфер, что позволило ему достичь поверхности в рабочем состоянии. Чтобы выдержать такое давление,
корпус спускаемого аппарата изготовили не из алюминиево-магниевого сплава, как у предыдущих Венер, а из титана. 15 декабря 1970 года, через 120 суток после старта, станция Венера-7 впервые в истории совершила безаварийную посадку на другой планете. Информация со спускаемого аппарата поступала в течение 53 минут, в том числе 20 минут с поверхности. Во время спуска были проведены замеры температуры атмосферы, которые менялись от 25 до 475 градусов на поверхности планеты. Основная задача полета, мягкая посадка на поверхность Венеры, была выполнена. По результатам измерений, проведенных на спускаемом аппарате станции Венера-7, реальное давление на поверхности планеты Венера не превышало 105 атмосфер, а температура 500 градусов. Эти данные были учтены при проектировании спускаемого аппарата Венера-8, толщина стенок отсеков которого была уменьшена, что дало возможность снизить общий вес аппарата. Венера-8 была запущена в марте 1972 года, а 22 июля, через 117 суток после старта, ее спускаемый аппарат вошел в атмосферу планеты. Тормозной парашют спускаемого аппарата был введен в действие на высоте 55 километров над поверхностью планеты. Спуск на парашюте продолжался 55 минут. Телеметрическая информация передавалась в течение всего спуска и в течение 50 минут после посадки. Были получены параметры окружающей среды на поверхности планеты, подтверждавшие данные, полученные предыдущей станцией Венера-7. Также была получена информация, что освещенность на поверхности планеты примерно соответствует освещенности на Земле в пасмурный день. Данные измерения также показали, что прозрачность нижнего слоя атмосферы позволяет вести фотосъемку на поверхности планеты. Венерой-8 были проведены первые исследования пород планеты, которые показали, что грунт Венеры напоминает земной гранит. Время активного существования Венеры-8 на поверхности планеты составило более 50 минут. Ее программа полета была выполнена полностью.